Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться своим опытом полета на самолете со своей собакой. Мы летели как внутренними, так и международными рейсами. Я подробно расскажу, какие документы вам необходимо подготовить, что можно с собой взять в полет, какую еду, какие игрушки, как выбрать переноску для животного. Если вам интересна эта тема и вы планируете путешествие со своим питомцем, то тогда продолжайте смотреть. Неважно, каким рейсом вы летите, международным или внутренним, первое, о чем вам нужно задуматься, это ветеринарный паспорт вашего питомца. Такой паспорт можно приобрести в зоомагазине или ветклинике. Вот выглядит, например, вот так, небольшая книжечка. Или если вы приобретали свое животное у заводчика в питомнике, то тогда, скорее всего, этот паспорт вам должны были выдать. Вы обращаетесь в ветклинику с паспортом животного. В этом паспорте вам должны будут проставить такие штампики и наклеечки о прививках, которые будут сделаны животному. После того, как вы приобрели этот паспорт, вам необходимо обратиться в ветклинику для того, чтобы вашему питомцу сделали прививки. Обязательно обозначьте, в какую страну или в какое место, в какой город вы летите, чтобы врач вас ориентировал, какие прививки необходимо сделать. Мы летели с Москвы до США через Турцию, нам делали 2 прививки, это от бешенства и еще комплексная прививка от нескольких других болезней. Но здесь важный момент. После прививки должно пройти 21 день, карантинный период, до того, как собака сможет куда-нибудь лететь. Закладывайте тоже это время перед вашим путешествием. После того, как прошел карантинный период, 21 день, вы можете оформить справку формы N1. Но эта справка должна быть оформлена за 3 дня до перелета. То есть вы идете уже оформлять эту справку в государственную ветклинику с билетом, который у вас должен быть уже на руках, и с вашим паспортом и с ветпаспортом вашего животного. Вместе с животным, естественно, потому что в ветклинике животное будут осматривать. У нас смотрели кожный покров, общее состояние, смотрели на все прививочки, проверяли чип, нет или есть. Ну, чип — это такая спорная тема. Позже вам расскажу еще про чипирование. После того, как произвели осмотр моего животного, ветврач заполнил форму, внес все данные о животном: имя, окрас, порода, дата рождения, пол и данные о рейсе. Распечатывается листочек на принтере А4 черно-белого цвета, ставится печать ветклиники и подпись врача. В принципе, все. Такая справка стоит примерно 300 рублей, в пределах 300 рублей, в зависимости от ветклиники. Также форму N1 вы можете заполнить самостоятельно онлайн на сайте ветконтроля. Все ссылки на сайты ветконтроля я оставлю в описании. Ветконтроля Шереметьево, ветконтроля Внуково, можете знакомиться. После того, как вы заполнили форму онлайн, вы ее распечатаете, и вам нужно будет ее заверить печатью и подписью уже непосредственно в аэропорту перед регистрацией, если это внутренний полет. Больше ничего у вас для внутреннего перелета не спросят, только ветпаспорт вашего животного и форма N1. Если же вы летите международным рейсом, то тогда после того, как у вас на руках ветпаспорт вашего животного и форма N1, вам необходимо получить международный сертификат. Этот ветеринарный международный сертификат получается в ветконтроле в аэропорту перед полетом. Вот он так выглядит уже на официальном бланке с голограммами с нескольких сторон, с печатью и подписью госинспектора. В этом сертификате вся информация о вашем животном. Тот, кто перевозит животное, не тот, кто хозяин, а тот, кто перевозит. Это ни на что не влияет, никаких проблем с этим не возникнет. Основная информация: какой тип животного, собака, кошка или, не знаю, кто кого перевозит, сколько лет, цвет, кличка, состояние здоровья и информация о чипировании. На других листочках здесь вся информация о прививках, когда была сделана вакцинация, информация, с какой страны вылетает собака, в какую страну прилетает собака, и также все транзитные страны. Эта справка бесплатна, она делается минут 15-20, но закладывайте побольше времени, потому что мы простояли в очереди в этот ветконтроль минут 40. Хорошо, что у нас было время в запасе, и мы все успели. Но может быть такое, что вы придете и никого не будет, а может быть придете, а там еще перед вами 3 собаки и 5 кошек. Что по поводу чипирования? По поводу чипирования. Если
вы летите международным рейсом, чипирование лучше сделать. По закону США при перевозке животных чипирование делать не нужно. Никто не будет вас спрашивать о чипировании вашего животного при прилету в США. Но если вы летите в Европейский Союз, то тогда чипирование обязательно. Здесь еще один нюанс. При вылете из России ветконтроль обязательно просит чипирование. Им без разницы, какие правила в стране назначения. Им без разницы, будут там спрашивать, не будут. Они просто не будут выпускать ваше животное. Вы будете сидеть, спорить, утверждать, что чип нам не нужен, что по законодательству другой страны его делать не нужно, но госинспектор, скорее всего, будет утверждать, что по законодательству Российской Федерации чип обязательный. Поэтому лучше сделать чип и спокойно оформлять свои документы. Была история с моими друзьями, они хотели вывезти кошку из России в США, и у кошки не было чипирования, они сидели, доказывали, что чипирование не нужно для перелета в США, ну и госинспектор сказал, что мы просто не будем выпускать вашу кошку из России, документы вы свои не получите. Поэтому спокойно лучше оформить и не думать о проблемах. Чтобы сделать чипирование. Чипирование делается в ветклинике, вводится небольшой такой чип под лопатку, ветеринарный паспорт, вклеивается штрих-код, отметочка, и ставится печать и подпись врача. И также вот этот штрих-код, номер этого штрих-кода уже переносят в международный паспорт. Вот это все чипирование. В принципе, ничего сложного, просто собака или кошка немножко понервничает. Да. Теперь ты чипирована, теперь тебе могут отследить везде. Что по поводу регистрации на рейс? Если внутренний рейс это только форма N1, как я сказала, ветеринарный паспорт, для международного рейса это международный сертификат и ветеринарный паспорт вашего животного. Вы идете на стойку регистрации вашего животного, должны взвесить вместе с переноской. Если вы собираетесь брать на борт самолета свое животное, то вес вместе с переноской не должен превышать 8 килограмм. Если вы собираетесь сдавать животное в багажное отделение, то тогда до 50 килограмм вместе с переноской. Животное будут взвешивать, и после чего вам выдадут посадочный талон с надписью «Сколько килограмм» и какой тип животного. Вы идете в кассу авиакомпании и оплачиваете сбор. Внутренними рейсами мы летели Аэрофлотом, и сбор составляет 3750. Я уточнила по поводу стоимости в багажном отделении и в салоне самолета. Стоимость одинакова. Неважно, какой вес у животного, неважно, где животное собирается лететь, стоимость будет одна и та же. Если вы летите международным рейсом, то тогда после того, как вы подошли к стойке регистрации, могут вам выдать посадочный талон, могут нет. В нашем случае нам ничего не дали, просто сказали, идите туда и оплачивайте, скажите, что у вас такое-то животное. И вы оплачиваете сумму в кассе авиакомпании. Для нас с Москвы через Турцию в США компанией Turkish Airlines мы платили $200. Я не знаю, как рассчитывается эта стоимость. Скорее всего, рассчитывается, какое расстояние вы пролетаете. Не думаю, что это зависит от вида животного и от веса животного, и от того, где летит животное, внутри багажного отделения или на борту самолета. Скорее всего, это только от того, с какой стороны в какую вы перелетаете. Когда вы оплачиваете сбор за перевоз животного, вам выдадут квитанцию и выдадут чек. С этим чеком и квитанцией вы возвращаетесь на стойку регистрации, и уже на стойке регистрации вам выдадут обычный посадочный талон, с которым вы можете пройти на контроль или паспортный контроль. Что по поводу переноски? Переноску, чтобы лететь животному в багажном отделении, обязательно переноска должна быть жесткая. Чтобы лететь животному на борту самолета, переноска может быть как жесткая, так и мягкая. Единственное, что обратите внимание на габариты. Габариты я не могу вам сказать точно, так как каждая авиакомпания выдвигает свои правила по поводу размеров. У меня собака вот такого размера, где-то 30 сантиметров в длину, 25, высоту 15. Вместе с переноской она весила 3 килограмма. И переноска у нас вот такого размера. Вот такого небольшого размера. Главное, чтобы животное могло вмещаться полностью лежа в переноске, вставать в полный рост и переноски поворачиваться 360 градусов. Переноска должна быть хорошо вентилируема. Вот здесь у нас такие вот есть сеточки. Хорошо, чтобы воздух проходил. И чтобы можно было со всех сторон хорошо открывать, чтобы в голову можно было животному высунуть. Если вы будете выбирать
мягкую переноску, как выбрала я, то тогда дно должно быть плотным, чтобы когда животное вставало внутри переноски, дно не прогибалось. Как я выбирала переноску? Если честно, я прочитала много-много отзывов по поводу того, как нести эту переноску. Если выбираешь жесткую, то она очень тяжелая, что ее таскать неудобно. Это как дополнительный чемодан. Поэтому я выбрала только, скорее всего, из-за вот этих вот лямочек. Вот сейчас, если я ее, сейчас, секунду, закрою. Вот так вот закрою молнию. Вот такие лямочки. И можно одеть как рюкзак. Или на спину, или вот впереди, и тогда можно контролировать все животное. В принципе, мы вот так вот пролетели с ней 3 полета, и собака очень хорошо себя чувствовала, и я видела, что происходит. Эту переноску я выписывала с Алиэкспресс, буквально за 1002, может быть, до 2000, я уже точно не помню, но если я найду, я обязательно ссылку оставлю тоже. Переноску при регистрации у меня никто ничего не проверял. Не смотрели, как животное там себя ведет, как поворачивается, как стоит, как лежит. Сами смотрите, чтобы главное было животному комфортно при перелете. И вовнутрь переноски я добавила вот такую вот тоненькую подушечку с обычной лежанки, чтобы можно было ее достать и постелить на сиденье внутри самолета. Но учтите, что когда вы летите, животное весь полет должно быть внутри переноски. Естественно, если вам сделают исключение, то тогда ладно. Внутри России мы летели, нам подходили каждый раз и говорили: не открывайте переноску, животное всегда должна быть внутри. Поэтому в Аэрофлоте было все строго. Когда мы уже летели рейсами Москва-Турция, Турция-США, тогда животное у меня чувствовало себя свободно. Или спокойно собака лежала на сиденье и чувствовала себя гораздо-гораздо комфортнее. Если вы будете регистрироваться онлайн на самолет и выбирать сиденье самостоятельно, то по правилам авиакомпаний любых, если вы летите с животным, сиденье должно быть обязательно возле окна. Не в проходе, не между рядами, не между сиденьями, обязательно возле окна. Иначе вас все равно просто перерегистрируют и дадут вам место возле окна. Что по поводу еды? У меня собака во время полета вообще ничего не ела. У нее был полнейший стресс. Единственное, что только пила немного воды. Еду можно провозить как влажную, так и сухую. Влажную, естественно, в небольших пачечках или в небольших чашечках. И подкармливать животное уже во время полета. Это никто вам не запретит, ничего страшного в этом нет. Есть такие диспенсеры для жестких перевозок, которые накрепляются на клетку. Много тоже читала о таких диспенсерах, и люди не советуют, потому что когда меняется давление во время полета, то вся вода вытекает в переноску. Поэтому лучше взять в бутылку, наливать в специальную чашечку, и уже животное будет пить с этой чашечки. По поводу игрушек. Я не знаю, конечно, будет ли животное играть этими игрушками, или, конечно, если вы думаете, что животное будет чувствовать себя спокойнее, то можете взять, смотря чем у кого питомец играется. Но я ничего не брала, потому что я знала, что, зная свое животное, я знала, что она просто будет или спать, или смотреть на меня, или просто смотреть по сторонам. Наверное, многие сейчас задаются вопросом, а как же ходит собака в туалет? Наш полет один был 4 часа, второй был 12 часов. И с собой я брала впитывающую пеленку на всякий случай и расстилала под сиденьями и выпускала собаку, но собака так никуда ничего не сделала. После того, как мы уже приземлялись, собака спокойно ходила на улицу. Тоже позаботьтесь о пеленочке, если вдруг что. Или постелите ее вовнутрь переноски, или уже доставайте и стелите под сиденьем. Я даже пыталась стелить внутри туалета в самолете, но там настолько шумно, что собака просто таращилась на меня огромными глазами и не понимала, что вообще вокруг происходит. Как подготовить собаку к перелету? Есть успокоительные средства, успокоительные сиропы, которые даются за 5-4 дня перед полетом. Добавляются они по несколько капелек в еду. И так, да, может быть, способствует меньшему укачиванию, или собака становится, или кошка становится менее раздражительной, становится спокойной. Я все-таки подстраховалась и давала своей собаке за 5 дней до полета такое средство, но нам ничего не помогло. При первом полете собака немножко даже
подвывала, но это было буквально минут 5, после чего она немножко успокоилась и уже просто усиленно дышала, сидела, смотрела и переживала. У каждого свое, если немножко вы побаиваетесь, лучше, наверное, перестраховаться. К этому каждый относится по-своему, кто-то категорически против, кто-то за. Я не буду говорить ни плохих, ни хороших вещей. Естественно, у каждого животного организм разный, как и у людей, и кому-то это помогает, кому-то нет. Не знаю, нам не очень хорошо помогло. Проконсультируйтесь с ветврачом лучше. После того, как вы прошли регистрацию, вы идете на контроль с животным. Не на контроль, никто ничего не спрашивает. Никакие документы, никакие сертификаты, никакие формы N1, никакие ветпаспорта, ничего. Просто проходишь, смотрят твой паспорт, смотрят твой посадочный талон и все. Никогда во время перелетов, а у нас было 3 самолета, никто ничего не спрашивал. Даже бывает, подумаешь, зачем потратил столько времени, чтобы замучил животное, чтобы все это получить. Тогда, когда проходишь контроль, осматривают ручную кладь, сканируют все сумки, ставите туда переноску, но животное обязательно вытаскиваете. Животное проходит с вами вместе в руках через рамку. Животное в переноске оставлять не нужно. Все, вы прошли, и вы уже возле выхода. Также вы садитесь в самолет. Когда вы идете в самолет, тогда уже по правилам авиаперевозок животное должно быть в переноске. И там уже смотрите по обстановке. Если очень строго, естественно, придется животному пробыть постоянно в переноске, на полу, под сиденьем. Если не так сложно, значит повезло, и животное будет с вами на сиденье. После того, как вы приземляетесь в аэропорту другого города или другой страны, другого города, давайте сначала скажу, другого города внутри России, ничего вас спрашивать не будут, ничего у вас смотреть уже не будут, вы просто выходите, получаете свой багаж и идете дальше. Если вы летите в другую страну, то тогда, скорее всего, на паспортном контроле, на таможенном контроле вас остановят и попросят документы на собаку. Но документы вас попросят не международный сертификат, не вот этот сертификат, который вам выдавали в ветконтроле, а попросят у вас паспорт вашего питомца. И будут смотреть на печать и наклеечку прививки. Вот такие вот наклеечки ставят, когда делают прививки. Вот на них и будут смотреть. И будут смотреть, когда была сделана последняя прививка от того или иного заболевания. И, в принципе, все. Вот, никаких справок не нужно. И, может быть, посмотрят еще чип, если страна пребывания это требует. По прилету в США нас спрашивали этот паспорт, спросили, когда была сделана прививка, спросили, сколько лет собаке. Посмотрели, у нас было все хорошо, естественно, и отпустили. Как покупать билет для своего животного, для перелета в самолете? Это не покупка билета как такового, это бронирование места для нахождения вашего животного во время полета. Во время рейса внутри самолета может находиться, я имею в виду сейчас на борту самолета, может находиться 2 животного. И 2 животного одного типа. То есть, если забронировано место на одну кошку уже на этот рейс, то собака полететь на этом рейсе не может. Тоже это учитывайте моменты и не откладывайте бронирование места на самый последний день, потому что может оказаться такое, что уже место для кошки забронировано, а вы собираетесь лететь с собакой или наоборот. Что по поводу багажного отделения, я точно не могу сказать, но я так думаю, что в багажном отделении тоже не может лететь бесконечное количество животных, тоже, наверное, определенное количество собак или кошек отведено для перевоза. Когда вы определились с датой полета, вы звоните на горячую линию авиакомпании и спрашиваете: я собираюсь лететь со своим питомцем, у меня собака или кошка такой-то породы, такого-то примерного веса, я хочу взять на борт или багажное отделение, есть ли уже забронированные места для животных, и можно ли на этот день забронировать. Вам дают информацию, да, нет, забронировано, не забронирование, и после этого вы уже совершаете бронирование и покупку своего билета. До того, как вы уточнили всю эту информацию, покупать билет не стоит. Потому что может быть случиться, что все занято. На внутренние рейсы с этим гораздо все проще. Но если вы летите
за рубеж, за границу, то тогда с этим будет немножко напряжно. Я не думала, что столько человек летает с питомцами, но когда я звонила, я потратила очень много времени на звонки, на подбор дат, на подбор времени. Еще и такая ситуация, что собаки можно только с собакой, кошки можно только с кошкой. Некоторые авиакомпании позволяют сделать так. Вы бронируете сначала билет, но не оплачиваете. Звоните в авиакомпанию, говорите, что вы летите с питомцем, вам бронируют место, говорят, да, подтверждено, и вы уже тогда оплачиваете ваш билет. Или такой вариант тоже подходит. Но главное, не покупайте до того, как вы забронировали, или до того, как вы уточнили информацию о броне полета вашего животного. Это очень-очень важно. В то время, как вы бронируете место для вашего животного, ничего платить не надо. Оплата будет производиться уже в аэропорту во время регистрации. Вам, скорее всего, придет оповещение на ваш email, который вы будете оставлять при бронировании вашего билета, и будет такое подтверждение, что для вашего полета мы одобряем перевозку животного. На всю поездку, я имею в виду на затраты по перевозке такой вот маленькой собачки, ну, на самом деле, размеры тут не важен. У нас ушло примерно $300, но мы летели 3 самолетами. Я не скажу, что очень сложно все делать и сложно собирать все документы. Главное, помните, что прививки вы должны сделать как минимум за 21 день, а лучше за месяц до полета. Форма N1 это 3-5 дней, но это лучше уточните в ветклинике, потому что каждый раз все меняется, но мы делали за 3 дня до полета. И международный ветеринарный сертификат для международных рейсов, это перед регистрацией непосредственно. Ну и удачи вам с вашим путешествием, с перелетом вашего животного. Всем пока. Транзит будет произведен. Дно у этой перевозки должно быть уплотнено. Короче говоря,